Внутренний фронт для России самый сложный уже хотя бы потому, что СССР, заклятые партнеры в прошлом веке, угробили именно через подрывную деятельность. По этой причине подводить итоги 2019 года на внутреннем фронте сложнее всего. На протяжении праздничных дней все желающие подписчики нашего канала могли видеть серию материалов, посвященных геополитическим итогам ушедшего года. Этот материал завершает названную серию, и я до последнего откладывал его написание, поскольку он самый сложный. Если 2018 год прошел под знаком непопулярной и уронившей рейтинги властей пенсионной как бы реформы, то насчет 2019 даже сложно назвать какое-то событие, которое однозначно бы характеризовало целый год. При этом результаты социологии показывают, что тень продавленного, вопреки мнению общества, пенсионного позорища витала и на 2019. Посмотрите на опрос в ЦИОМ. 10% опрошенных назвали пенсионную недореформу событием года. Для сравнения, Крымский мост охарактеризовали событием года лишь 4% респондентов. При этом 74% вообще затруднились выделить какое-то событие, которое было бы самым важным в ушедшем году. И это несмотря на то, что можно было назвать более одного варианта. О чем это говорит нам? О том, что общество в целом спокойно. Нет радужных ожиданий, нет ощущений какой-то яркой победы России в ушедшем году, но и нытья, и пессимизма тоже нет. Что подтверждают результаты другого опроса. В ответ на вопрос, с каким чувством вы провожаете уходящий год и встречаете новый, 42% наших сограждан ответили, скорее с хорошим настроением, чувством оптимизма. Это меньше половины, но столько же 42% сказали, что не испытывают особенного подъема, но и без негативных эмоций. Если сложить тех и других, выйдет 84% позитивных либо уравновешенных людей. А нытиков, встречающих 2020 год с плохим настроением, пессимистическими ожиданиями, 14%. Это на 7% меньше, чем в 2018 году, но все равно немало. Результаты опросов ЦИОМ можно трактовать по-разному, в зависимости от политических предпочтений трактующего. Кто-то обзовет эти результаты застоем, поминая эпоху Брежнева, кто-то стабильностью, сравнивая общественное настроение с годами правления Ельцина. Для того, чтобы всколыхнуть российский глубинный народ, спровоцировать его на нескончаемые митинги, как в конце 80-х годов прошлого века, в 2019 году были задействованы немалые силы. Напомню, пик усилий пришелся на лето, когда вся школота и студенты располагали избытком свободного времени. Чтобы надуть протесты, рядовым пехотинцам долго полоскали мозг через YouTube все кряклы. От фюрера резиновых уточек до трансформера Дудя. Оплачивал весь этот праздник, как выяснилось, Михаил Ходорковский, а также стоящие за ним кураторы из ЦРУ. Накачка была лютая. Что только не делали. И насилие в отношении силовиков пропагандировали. И дико модных рэперов приглашали, чтобы после объявить, что все, кто захотел на халяву концерт посетить, это протестующие против режима. Но не взлетело. Расшевелить те 84%, которые встречали наступивший 2020 год либо на позитиве, либо без негатива, не удалось. И даже теракт в День Святого Николая, когда президент России давал большую пресс-конференцию, не произвел желаемого заказчиками эффекта. Нет, конечно, вся либерда по команде взвыла, что 90-е возвращаются, что в 90-е было безопасней, что режим слабее, чем кажется, что это провал ФСБ и далее по методичке. Но, положа руку на сердце, кто спустя декаду перед самым Новым годом помнил о том, что была перестрелка в центре Москвы? Даже сами кряклы быстро переключились на собственные горести. Отправку в армию упоротого навальниста бандеровского прихвостня Шаведдинова и обыск в офисе ФБК. Потому что своя рубашка ближе к телу, а из мертвого лубянского стрелка уже никакого хайпа не выжить. Между тем, следствие по делу идет и всплывают интереснейшие факты. Вот, допустим. Евгений Манюров, устроивший 19 декабря перестрелку в центре Москвы, долгое время работал в российском подразделении британской транснациональной военно-охранной компании G4S, за которой тянется длинный шлейф скандалов. По данным российских СМИ, 38-летний Манюров связал свою жизнь с работой в различных частных охранных предприятиях, в том числе в ДСЛ «Евразия». По сведениям журналистской «Правды», убийца проработал там целых 10 лет, с 1999 по 2009 годы. Поиск по названию ДСЛ «Евразия» на базе данных российских компаний rusprofile.ru дает всего одну ссылку на объединение «Союз независимых служб содействия некоммерческой безопасности». Другое
его название – Объединение служб безопасности, ОСБ. ОСБ – это действующая организация, зарегистрированная еще в апреле 1995 года. Среди ее учредителей целых 10 юридических лиц, список которых возглавляет еще более интересная ООО G4S Center, ныне также ликвидированная. В свою очередь, его учредителем является ныне действующая ООО G4S Евразия. Чтобы не завязнуть в деталях, скажу, что длинная цепочка юридических лиц, призванная скрыть британские уши, все равно приводит к компании G47 PLC, транснациональной военно-охранной компании со штаб-квартирой в Лондоне. Сам Манюров также подтверждал работу на британцев. На портале поиска работы headhunter.ru он, по некоторым данным, оставлял резюме, из которого следует, что как минимум с 2009 года он являлся сотрудником группы частных охранных предприятий G4S Center. Там Манюров отвечал, в том числе за охрану информационного агентства Bloomberg, и взаимодействовал с главным офисом в Лондоне. Затем последовала недолговременная работа в неком CHOP Without Security по охране британской же нефтегазовой компании British Petroleum. Согласно резюме, на последнем месте работы Манюров отвечал за охрану военной миссии Объединенных Арабских Эмиратов в Москве. Как вам версия, что задействование британского спящего – акт отчаяния со стороны англосаксонских партнеров, понявших, что год уходит, а Путину и России хоть бы хны? Нераскрытым остается лишь вопрос о том, каким образом Манюрова убедили пойти на фактический суицид. Чем ему так промыли мозги, что он вступил в перестрелку, из которой имел нулевые шансы выйти живым? Неужели на Западе научились программировать биороботов? А теперь в контексте всего изложенного оцените, насколько устойчивым стало российское общество. Да, есть истерички обоих полов, которых легко вывести на улицы под любыми нужными заказчику лозунгами. Но их мизерное количество. И ими не получится прикрыть попытку государственного переворота, устроив аналог украинского Майдана. И вот, учитывая все эти сложные обстоятельства, нам, рядовым гражданам, нужно вести созидательную деятельность по улучшению жизни в стране. Ведь если отбросить явный порожняк, которым пытаются оправдать борьбу с режимом засланные казачки, проблем в России полно. Тут и незаконная застройка, прикрываемая обнаглевшими до крайности чиновниками, и проблемы мусоропереработки, которые решаются точечно, а не глобально, и национальный вопрос, на котором спекулируют правые политические силы, и общественное недовольство непопулярными реформами властей, на котором спекулируют прикрывающиеся левыми приспособленцы, и зоошизики лезут со своими человеконенавистническими инициативами, и партия власти наполнена гнилыми людьми, которые ищут лишь выгоду. Да что я вам рассказываю, вы и сами все это прекрасно знаете. Каков же итог 2019 года на внутреннем фронте России? Он противоречивый. С одной стороны, общество не бежит в припрыжку разрушать наше государство. С другой, в стране есть явный, недвусмысленный запрос на перемены в системе власти. И его наверняка попытаются оседлать внешние силы. Суть этого запроса не в плане перетасовки кадровой колоды и замены условного Овсянникова условным Развожаевым, а в плане формирования обратной связи, воздействия граждан на чиновников, которые последние не смогли бы игнорировать. Есть множество предложений насчет того, как должно выглядеть это взаимодействие. Я выступаю за цифровизацию, потому считаю, что воздействовать надо через интернет. Федеральным властям никуда не деться от формирования онлайн-механизма, не дававшего бы чиновникам пилить бюджеты, отдавать госконтракты нужным людям, красть, выводить деньги из России и плевать на жителей вверенных регионов. Но чтобы донести необходимость формирования такого механизма до Кремля, нам нужно объединиться, поскольку разрозненные голоса, обступившие Путина, чиновники легко игнорируют. Для такого объединения был создан клуб «Политическая Россия», который мы обязательно преобразуем в партию. А наш канал «Политраша» – самый популярный патриотический YouTube-канал Рунета, он выступает рупором клуба. Продолжайте взаимодействовать с нами онлайн и в реальной жизни, поддерживайте нас финансово, и мы продолжим борьбу на внутреннем геополитическом фронте. Самым важным, самым нужным, без уверенной победы на котором не нужны будут и успехи во внешней политике. Всех еще раз с наступившим 2020 годом. Вы лучшие. Вместе мы сбережем страну для будущих поколений. Друзья, благодаря вашей финансовой поддержке мы получили полную независимость от внешних источников финансирования. Достаточно твердо встали на ноги и продолжаем активно развиваться. Огромное спасибо всем, кто вместе с нами делает наш канал действительно главным рупором патриотов в YouTube.
Благодаря вашей помощи теперь мы планируем развивать и вещание на иностранных языках – английском и испанском. О необходимости создания канала на английском языке вы говорите нам давно. Учитывая то, что это основной язык наших партнеров, искренне считаю, что мы можем начать нашу идеологическую экспансию на их территории. На Западе в целом и в США в частности немало вменяемой адекватной аудитории, которая живет в информационном вакууме. И наш YouTube-канал на английском языке может стать для них глотком свежего воздуха. Планируемая дата запуска канала – конец января 2020 года. Наш же канал на испанском языке уже запущен и направлен прежде всего на аудиторию Латинской Америки. Y planes secretos de Putin. ¿Para qué los rusos lo hacen? Siempre nos preguntan los gringos. Les contaré todo en YouTube-канал Политруссия Latino. Это стратегически важный регион, за который сейчас идет настоящая геополитическая битва. В наших с вами силах продвигать интересы нашей страны в этом регионе в информационном плане. Ну и, конечно же, мы не забываем о проблемах внутри России. К сожалению, до сих пор ролики об Украине, Грузии и Прибалтике собирают намного больше просмотров и, соответственно, приносят больше дохода от рекламы, чем ролики, посвященные внутренним темам. Благодаря вашей финансовой поддержке мы можем позволить себе продолжать делать ролики о внутренних проблемах, потому что считаем их приоритетными и важными, и не обращать при этом внимания на то, что они менее популярны. Популярность внутренних тем – это вопрос правильной информационной пропаганды. И если наши федеральные каналы в погоне за рейтингами готовы каждый день пичкать нас Украиной и кофтунами, то надежды на популяризацию наших внутренних тем остаются только на плечах нас с вами. Поэтому работа в этом направлении для нашей команды всегда будет оставаться приоритетной. Друзья, спасибо вам большое за то, что вы есть. Благодаря вашей финансовой поддержке мы существуем и развиваемся, несмотря на все свалившиеся сложности. Продолжайте поддерживать нас финансово, присылайте нам свои материалы и информацию о ваших проблемах. Участвуйте в развитии наших новых каналов на английском и испанском языках. Ссылки на возможность оказать нам финансовую помощь и на наш испаноязычный канал будут в описании к этому видео. Еще раз большое спасибо, всего вам доброго и до свидания.